Привет, с вами Игорь, видеограф в Грузии. И сегодня у нас в гостях певица, оперная певица Кристина Гордадзе. Привет, Кристина. Привет, Игорь. Спасибо большое, что согласилась пообщаться. Я тоже очень рада. Я захотел с тобой пообщаться, когда ты мне написала, что ты хотела бы снять концерт, который вы давали в летнем театре вместе со своим папой. Он у тебя руководитель джазового оркестра. Да, мой папа Вахтанг Гордадзе, он руководитель и дирижер джазового оркестра Jazz Big Band Batumi. И летом очень часто проходят концерты, в которых я тоже принимаю участие. Да, и меня очень заинтересовала ваша семья, такая классическая, интеллигентная, культурная. Спасибо большое за такие приятные слова. Да, я родилась в Батуми, в этом прекрасном городе. Сейчас я живу в Германии, но мое сердце и моя душа, конечно же, здесь. Моя мама русская, она со Ставропольского края. Папа грузин, эмеретинец. Долгое время мы жили в Грузии, потом случились некоторые обстоятельства, нам пришлось переехать в Россию, в Москву, где я закончила школу и университет. Я училась в университете культуры и искусств у прекрасного профессора сопрано Леоноры Леопольдовны Киселевой. Получила диплом, оперная певица. Да, и сейчас работаю в Берлине. И муж у тебя немец. Давай сразу откроем все карты. Да, мы познакомились в Грузии, в поезде из Тбилиси в Батуми. Это была очень романтическая история. Окей, давай немножко теперь по порядку. Просто хотелось так, очень грубыми мазками общую картину задать. Твое детство в Батуми, что это вообще такое? Детство у меня было очень музыкальным. Моя бабушка водила меня в музыкальную школу каждый день. До сих пор я помню своего прекрасного педагога по фортепиано Ирину Эдуардовну Херш. Да, я очень их мучила всех, когда была маленькая, потому что не хотела заниматься совершенно, избегала, на бульвар пряталась. Меня все искали, всей семьей. Да, но да, я получила прекрасные знания здесь, и моя бабушка тоже была педагогом музыки, и моя сестра со мной занималась, и мы все очень музыкальные, я очень всем благодарна. Еще если глубже копнуть, там нет еще музыкантов случайно? Да, там есть и музыканты, и священники, то есть как бы, да, так все очень интересно, но мы не будем об этом сейчас. Окей. 90-е годы достаточно тяжелый период для Грузии. Да, ну я как ребенок этого не ощущала, конечно, потому что все для детей. Вообще Грузия — это страна, которая очень любит детей. Здесь каждый ребенок, почти каждый второй, может быть, ребенок ходит в музыкальную школу. Практически у всех абсолютный слух. Я не знаю ни одну страну в мире, у которой, то есть почти все попадают ноты, у всех абсолютный слух. И, конечно, это пение, хоровое пение, многоголосие. Я тоже всегда мечтала петь в хоре, каким-нибудь вторым голосом, даже третьим. Мне это очень нравилось, до сих пор мне это очень нравится. Вот, конечно, грузинское многоголосие – это что-то невероятное. Мое детство тоже прошло в 90-е, только в Петербурге, и это было достаточно сложное время, и многие рассказывают о том, что в Грузии было гораздо все еще сложнее и хуже. Каково это вообще все было здесь? Что происходило в стране? Конечно, этот отрывок жизни, он повлиял, конечно, и на страну, и на людей. Да, было тяжело, хлеб по талонам, очереди, в магазинах ничего нету, нет света, нет газа, нет воды. То есть, совсем? Ну, то есть периодически он появлялся. То есть в школу мы не ходили по несколько дней, например, потому что было холодно. Иногда в Батуми идет снег. Поэтому, то есть, школа закрывалась. То есть, да, было тяжелое время, но так как Грузия это очень любвеобильная страна и полна тепла, мы все как-то... Дети этого не очень сильно ощущали. Мы росли в любви, и этого было нам достаточно. Сейчас, конечно, я понимаю, что это было очень тяжелое время. Да, надеюсь, этого больше не повторится. А что, как ты думаешь, помогло Грузии преодолеть вот эти? Ну,
Я даже не знаю, как сказать. Когда уже пришел замечательный президент Саакашвили и поднял эту страну на тот уровень, на котором она сейчас находится, и даже было лучше, я бы сказала. Вот. Он помог, и его команда очень помогли. Вот она какая красивая, теперь у нас есть дороги, которых не было совершенно. Есть замечательные школы, есть все отстроено, есть 5-километровая набережная. Прекрасно строятся новые здания. Слава богу, оставили старый Батуми, но тоже его отреставрировали. В Грузию приезжает огромное количество мировых звезд, прекрасных музыкантов из Европы, из Америки, из России, из Украины. Происходят прекрасные концерты на бульваре, в театре, в летнем театре или в оперном театре. Кстати, новый театр открывал Пласидо Доминго, да, известный тенор великий. Вот, так что музыкальная и культурная жизнь всегда кипела и до сих пор кипит. Сейчас, например, проходит сегодня, завтра джаз-фестиваль, Black Sea Jazz Festival. Да, и приехала прекрасная группа Earth, Wind and Fire. Это потрясающе. Они откуда? Они очень сильные. Они американцы. Да. Dальше ты переехала в Москву вместе с родителями. Да. Это была какая-то вынужденная поездка, да, мне предстояла операция, и нам пришлось переехать. Сначала ненадолго, потом из-за реабилитации и так далее нужно было долго уже оставаться, и пришлось здесь все оставить. И мы переехали, начинали совершенно все заново, жизнь началась сначала, так сказать. Вот. И там я уже пошла в школу, и опять же в музыкальную школу, и поступила уже в университет. И я тогда уже поняла, что я хочу быть певицей, и от этого никуда не деться. Я всегда хотела быть джазовой певицей, потому что мой папа джазмен, и я, конечно, очень люблю джаз. Но потом поняла, что, конечно, классика – это тоже потрясающе. Когда мы первый раз ходили в Батуми в оперный театр на Аиду, тут я поняла, так, все, это мое. И очень хотелось и петь и оперу, и джаз. И я поняла, моя педагог всегда говорила, нет, нужно выбрать одно направление, идти к этому. Да, я очень старалась, очень много лет я занималась только классикой, но все равно джаз, он взял свое, то есть иногда я пою джаз, вот опять же с папиным оркестром или просто с ритм-секцией где-то, да, классическим голосом, но, по-моему, неплохо получается этот микс, и я думаю, я буду продолжать. Я, кстати говоря, вот об этом миксе мало где такое слышал, это вообще частое явление или классический голос в джазе? Ну, это не очень часто, но некоторые оперные певицы тоже балуются, и у них это очень хорошо получается. Например, Рене Флеминг потрясающе поет джаз оперным голосом, с биг-бендами. Или, например, Суми Йо, такая певица есть, тоже сопрано, она тоже очень любит джаз, джазовые стандарты, и поет их великолепно. Но мне очень нравится смешивать эти два стиля, и да, это красиво, это интересно, это что-то новое. Что папа по этому поводу думает? Папа счастлив, папа счастлив, да. Ну да, наверное, особое чувство, когда ты вместе со своей дочкой выходишь на сцену. Да, вообще это... Или с папой. Это очень... Для меня, как объяснить, я выступаю с прекрасными концертмейстерами, пианистами и в Берлине, и вот, например, Ивана Нельсон, прекрасная пианистка, Гидеон Шперлинг, Анна Погосянс, очень много великолепных пианистов в Берлине, но когда я выхожу с папой, это, конечно, он меня чувствует, он дышит вместе со мной, мы как одно целое, и тут нас невозможно остановить, конечно. Он играет джазовый аккомпанемент, но это прекрасно, да. В целом,
как грузинская музыка развивается, как развивается музыкальная культура? Ну, вообще, грузины любят ходить в оперный театр? Ну да, конечно, в Грузии очень развито это. То есть Тбилисский оперный театр очень известный, Батумский оперный театр, Кутаисский тоже. Грузины очень любят ходить в театр и на концерты. Ну, конечно, для туристов и приезжих очень интересна культура именно фольклорная, когда акапелла хор выступает или грузинский танцевальный ансамбль. Это всегда невероятное шоу, как они это делают. Но, конечно, они репетируют каждый день. То есть на открытых площадках можно ходить, смотреть эти репетиции. Тоже очень интересно, да. Музыкальная жизнь кипит, и так было всегда в Грузии. И в маленьких деревнях, и в больших городах. Но если ближе к твоему жанру... В области классической музыки я знаю, что очень много грузинских певцов солируют по всему миру. В Европе очень много грузинов, в Америке и так далее. Из маленькой деревни где-нибудь в Гурии или в Эмирете могут, вот малюсенькой деревни, не знаю сколько семей, и вот из них 10 человек оперные певцы моментально. То есть что-то невероятное. Ну, то есть... А здесь где учат? Здесь вот, здесь есть консерватория батумская, здесь учат. Ну, и в Тбилиси, да, и в Тбилиси тоже, да, конечно, да. Либо уезжают, учатся за рубежом. Да, а потом приезжают. В Батуми есть консерватория, конечно. Я не знаю, как эта улица сейчас называется. Я потом тебе скажу. Потому что у тебя тоже прекрасный голос. Я слышала об этом. Ну, консерватория мне Так уже что, может быть, поздновато. еще не вечер. Ну, вдруг дети захотят. В то же время, не знаю, может быть, это связано с тем, что о Грузии вообще мало чего слышали раньше, да? То есть какой-нибудь такой ассоциации с оперой Грузии, там, Тбилиси или там любого другого грузинского города, как там, не знаю, с Веной не возникает такой корреляции. Опера Вена, да, вот это вот как бы сходится. Грузия, опера. Либо Италия и так далее. Но Грузия тоже опера. Грузия многоголосие, да, но Маквала опера. Касрашвили, Зураб Саткилава, Пата Бурчуладзе, Ладо Атанели и еще миллион известных оперных певцов, которые родились и выросли в Грузии и солируют по всему миру. Это прекрасно. Что вам, кроме этого, кроме того, что солировать, надо еще сделать для того, чтобы Грузия стала ассоциироваться? Воздухом, питаться этой прекрасной едой. Нет, я имею в виду, чтобы Грузия стала ассоциироваться с... Я думаю, что она уже ассоциируется, но ты пока еще об этом не знаешь. Вот так вот. Наверное, наступит время, но в кругах, в музыкальных кругах, конечно, все знают, что в Грузии все очень серьезно с оперой и с музыкой. Ну так вот, и ты жила, возвращаясь к тебе, ты жила в Москве, училась, закончила и поняла, что ты уже в Москве надолго. Надолго, да. Я думала, я уже остаюсь. Я закончила университет, поступила в аспирантуру дальше и уже планировала уже распределяться в театр. Начинала работать в филармонии, но так случилось, что встретила свою судьбу, и нам нужно было уехать. Потому что мой муж сказал, что он не сможет выучить русский язык и грузинский язык он тоже не сможет выучить. Ну, видимо, тогда он еще не был мужем. Да, тогда он еще не был мужем, но как бы уже все было понятно, что мы будем вместе. И пришлось мне переехать в Германию и начинать опять все сначала. То есть ты все-таки решила, что ты выучишь? Я поняла, что кто-то из вас должен грузинский я знаю, русский я знаю, английский уже более-менее, думаю, ну немецкий. Придется немецкий выучить, ничего страшного. Ты его очень знаешь хорошо. Да, сейчас я уже вроде как хорошо говорю, все понимаю, но еще нужно учить, да, до уровня C1 пока еще нужно учиться.
Ты живешь в Германии, ты наверняка была во многих странах, во многих городах и Европы, и не только. Расскажи, менялось ли мнение о Грузии в мире? Ты чувствовала это? Ну, возможно, когда-то мало кто вообще Мало понимал, кто знал, где да, это. да, действительно. Да, это действительно так. То есть раньше очень мало кто знал о Грузии, а сейчас практически каждый знает, что это не только штат Джорджия в Америке, но и прекрасная страна Сакартвело. Очень часто в Европе называют именно так. Они хотят, говорят, Сакартвело. Да, и практически все знают. Очень многие приезжают, остаются очень довольные. И им нравится Грузия. Они удивлены, что они не знали этой страны раньше. Потому что, да, красота Грузии, она восхищает многих. Ну да, в составе Советского Союза все страны Были... затушевывались так, Да, размывались, и все говорили, на Западе все говорили Россия, имели в виду вообще все. Все, да. Вот. Хотя это было такое количество разных народов, разных стран. У меня тут недавно была смешная ситуация, мне в Инстаграме пишут свадьбу снять. Я говорю, окей, там обсуждаем, созваниваемся, звонят с американского номера, и я такой думаю, уже подозрительно. Вот. И в какой-то момент я говорю, а в каком городе будет? Я понимаю, что она в Америке имеет в виду штат Джорджия. О нет! Пришлось тебе брать Потому что ближайший билет. Тбилиси, Батуми. Все понятно, но ты Сейчас. только полгода в Грузии, у тебя уже У меня уже есть столько интересных историй. американские заказы. Я не знал, что для того, чтобы начать брать заказы в Америке, нужно всего лишь переехать в Грузию. Хорошая идея, кстати. Почему бы и нет? Давай тогда, может быть, мы пригласим твоего мужа и поучаствуем, С удовольствием. пообщаемся втроем. С удовольствием. Томас, Теперь у нас разговор пойдет на двух языках. Вот. ты готов говорить на русском? Чуть-чуть. 3-2 слова есть, да. Когда будет на английском? My name is Thomas. I'm coming from Germany. I'm married to this very beautiful woman. О, And right now we are in Georgia and with our 2 kids and we are doing holidays. А по профессии? I'm political sciences. And I work for like democracy building projects like that. Расскажите, как вы познакомились? Буквально чуть-чуть. Oh, we, Can you we say- got yes. to know. I was working for a project in Coboleti, and that's like how many years ago? oh, 15 years ago. It was 2007. Right? Yes, 2000, Okay, да. it's long За time. год до войны в Грузии мы So we- познакомились. Yeah, so we did a international youth exchange in Koboleti based on a topic, I think, human rights or something, like building up, that's like the baseline for democratic countries, you know, and we had a whole group with like Armenian people, Georgian people, Estonians. Estonia, Moldova, France, UK, and so on, and Germans. And we were renting, or we bought tickets for one wagon, one car. Плацкартный вагон, Yeah. весь был... And we bought the whole tickets except one. Yes. And this was her. Единственный билет, который они не купили, последний в этом плацкартном вагоне, был мой билет. Я ехала со свадьбы своей лучшей подруги 1 сентября. Очень вся красивая, я пела на этой свадьбе, я была правда красивая, не скромно, конечно, но в тот день, не знаю, вот так вот. И мне вот жених моей подруги Темо говорит, я тебя должен посадить на такси, ты поедешь до Батуми, Тбилиси, Батуми на такси. Я говорю, нет, я буду сейчас с каким-то неизвестным человеком всю ночь ехать, я боюсь, я не поеду, купи мне билет на поезд. И вот я еле-еле уговорила его, я не знаю, мне очень много стоило. А Но тогда ходили в плацкартный вагон. да, Всё еще был, как да.
плацкартный вагон, и вот он, последний билет мне достался. И And вот, don't forget, Да. you were before she was singing in some TV show. да, в этот She was- день it was- меня показывали по телевизору. Я ехала очень спокойно, потому что я поняла, весь вагон иностранцы, я не знаю ни одного языка, и я поняла, что мне делать. Я тихонечко, спокойно сидела, и вдруг ко мне подходит один грузин, ну так, то-то-то, я вас видел сегодня по телевизору, вы пели так красиво, да, можно с вами познакомиться? И я, конечно, не хотелось мне знакомиться, я хотела спокойно доехать до дома, сидела, нет, извините, никак не могла спастись от этого мужчины. И вдруг Томас проходил, я его тогда, конечно же, не знала, и я как бы на него посмотрела глазами, ну, спаси меня, мне нужна помощь, я такая на него смотрю, и он мне говорит, этот мужчина, вы вместе? И я говорю, да, мы вместе. И вот как бы усадила его, не знаю вообще, кто он, что. И вот он меня спас. И вот до сих пор мы вместе, уже 15 лет. Да. I saved her, you know. It's like I was very confused because she was like waving her hands and like she was taking me with her eyes like, help me now, sit here. От этого And then назойливого. we just talked the whole night. It is a night train. It's going the whole time, and then we basically exchanged contacts. And you invited me to Moscow. So Yeah, I later, much later. Yes. yeah. So Yeah. But it was, да, это было очень-очень... Самое интересное, что я не поняла ни одного слова. Я только сделала вид, диалога, да, который мы продолжался разговаривали всю ночь, я просто кивала и улыбалась. Я ничего, может быть, одно слово я поняла, но я делала вид, что я все поняла. Но об этом он узнал через несколько лет только. so yeah, it was, but it was really funny. Вот это я называю общение сердец. Да. Ну мы правда, нас прострелило, и мы потом очень долго друг к другу шли. Долгих 4 года, и потом только воссоединились. Да. Ну, то есть вы переписывались? Да, мы переписывались. Это был еще скайп тогда, был еще не знаю, какие были другие. Да, по имейлу. Это было тоже очень интересно. Он мне пишет письмо, я должна ему сразу ответить, а я не знаю языка, начинаю учить. Здесь у меня подруга по телефону переводит, здесь у меня Google переводчик, здесь не знаю, в общем... 20 минут я пыталась ему одну фразу написать. Ну, он все понял. Я тоже. Да, это было очень весело. Да, и потом он забрал меня в Германию, в Потсдам, город Потсдам. Еще про какой-то период, когда вы встречались в Украине. Да, мы несколько раз, да, потому что визу было получить очень сложно в Германию для меня. Ну, ему тоже нужна виза в Россию по сегодняшний день, он не может просто так приехать. Вот, да, и у нас было место встречи, мы встречались в прекрасном городе Харькове, или в Киеве, или в Судаке, Евпатория, Севастополь. В Севастополе он мне сделал предложение. Yeah, we engaged there. Да. So it was. Так что Украина это наша любовь. Yeah, we are very connected because it was always our neutral spot. We didn't needed visas for Ukraine. I could go there Yes. with my passport. You could go there with your passport, and it was really, really cool, you know. And we have friends there. Да, и мы сейчас очень переживаем, конечно. Это страшно, что сейчас происходит там, в Украине. Да, Томас. We have contact with our friends there. They're in the war zone. The bombs are flying. We help them. We are as well like helping. We are working in some NGOs or help NGOs that they can. They help like basically refugees from Ukraine because a lot of them came, especially like women with children, and we help with like finding money, buying diapers, basic needs, you know, and so we are really waiting that the war is over and Russia is basically stopping this because it's impossible. Это ужасно, что происходит. Да, последние эти полгода, конечно же, я выступаю только благотворительные концерты в поддержку Украины, украинских детей, украинских беженцев.
И я надеюсь, что мы хоть немножко можем им помочь, хоть это буквально какая-то капля в море, но все равно... I never thought that my children will experience that in Europe a country is invading another country. And this we have right now. So it's really like, you know, it's crazy that my children are talking in school about that. I'm pretty sure your children are talking in school about that because it's everywhere and every time. And you know, I'm coming from a country and they started 2 wars, you know. Да. And I tell you, people should not kill each other. So that's it, basically. You know, the message is basic and simple. Don't kill each other. Don't invade other countries. So there's no reason for. They are all human beings. Да, мы так аккуратненько перешли к политике, но без этого сейчас никак, потому что мы очень переживаем за всю эту ситуацию. Да, я представляю, то есть вот эти особенно места, где самые такие романтичные, да, месяцы, Да. мгновения, Да. которые у тебя есть, то есть Да. все равно сразу окутывается какой-то для тебя особым отношением к этим местам, и ну, когда эти места бомбят, это как-то... Это просто невозможно. Ну, Да, это сердце, очень да. больно, правда, Игорь. Это правда очень больно за этим наблюдать. Очень хочется туда поехать, но сейчас единственное желание, чтобы все это закончилось поскорее, чтобы... But there are a lot of like positive dynamics in all this crazy times what we have right now, and you can really say that people were taking Ukrainian families from the main train station. They were bringing them to their home. They were like freeing some room, and they are now living there together. There's a huge support, Да, да. and you see it all across Europe. This is in Poland, this is in Germany. You can go even more far, and people are like just like Удивительно, как люди welcoming помогают. Это this people просто and здорово. trying to help what they can, you know. Казалось бы, And Европа... I tell you, да. they would do the same if Russia would be invaded by China and they Yes. are fleeing their country. They would do the same. Совершенно But не- here we да. have a different story now, you know. Да. They're basically human beings helping human beings, you know. And but the time is different. Russia invaded Ukraine. Я знаю людей в России, которые помогают беженцам из Украины, которые Да. приезжают в Россию. Да. Я знаю людей, которые собирают также для них вещи, бесплатно находят жилье. Другое дело, что в России этих людей преследует государство. But we are Yes. people, we are coming from the music and from the cultural world, you know, and it of course turned our world upside down to go a little bit away from the politics topic, you know, because I know that you are having much more Ukrainian songs now in your set and you are going on stage. Yes, I'm we so always, happy. Я так рада, что я наконец-то начну учить и украинский язык. У меня появились очень много песен на украинском языке. И это, конечно, composers, you know. потрясающий язык. Он такой музыкальный. Вот, так что, да, каждый раз мы, когда исполняем, вот сейчас выступаем, совершенно недавно был фестиваль Freundschaftsbrücke в Германии под руководством Сандры Верели, и она делала огромный концерт в большой церкви Erlöser Kirche в Берлине. И звучала украинская музыка, наверное, часа 3, если не 4. И это так красиво, и все немцы поддерживали, и все аплодировали. Это был грандиозный праздник. И надеюсь, что мы еще не один концерт такой споем. Если уж говорили про Украину, нельзя не сказать про Грузию и войну России Да, в Грузии. да. Ты в этот момент была здесь? Да, я была здесь. Мы были в Цихисдзире, в прекрасном доме у моей сестры, когда приехал один друг и сказал, началась война. Мы не поняли, какая война. Мы плавали в море, гуляли, наслаждались жизнью, и вдруг началась война. Никто не поверил совершенно, но да, действительно это произошло, конечно. Это было страшно, да, Томас тоже переживал, мы только-только начинали наши отношения, вот, но он уже вовсю... Ты в Германии был? Да. Ну, в смысле, не I здесь. was в 2008. Грузии. Ты был в Германии in 2000? Yes, he was in Germany in this time, and we were И вы calling to each other. созванивались? Yeah, but it was like this, that
2008, I had my flight, and one day later the war started. It was really like very close, and people were already on the border, and I had this feeling on the border. That's too many people on the border. It's not normal. Why so many people are going away or like leaving? Georgians leaving Georgia to Turkey. It was like strange to me because there were rumors, gossips that maybe the war is starting. But of course we were not like Yeah, I was into not at the all. topic. I was not at I all. went, and then the war started, and then we were like in contact. Мы созванивались, я сказала, я никуда вообще не поеду, ты что? Я грузинка, я не уеду, я здесь останусь. Но надо как-то выезжать, уже, конечно, за границы закрыли, и сообщения и так далее, ввели комендантский час. Но Батуми, слава богу, не затронула этот кошмар, но Грузия очень пострадала, погибло очень много людей, и это ужасно. Но, конечно, продолжалось не очень долго. Томас, кстати, писал свою диссертацию на тему беженцы из Абхазии, беженцев из Абхазии, да. The internal displaced people who are fleeing within the country, so they don't get the refugee status. You know the refugee status you get when you cross the country. Then other countries can help you. You are like refugees and you are protected from this special international law. But when you're forced to flee within your own country and you're ending up in Tbilisi with just, what you have on your body, the t-shirt and the trousers. This was the situation, and these groups I studied, like this group from Abkhazia and South Ossetia, and how they, what kind of support they got and how they integrated in the society. So do they have proper housing, do they have a job, and so on and so on. So I compared these groups, and it's like, so it was very interesting study and got to know a lot of people and a lot of stories, a lot of personal stories, and so I know what is right now going on in Ukraine. I know it's because I heard all the stories in Georgia, and it's just repeating in my head again when I listen now to my friends in Ukraine. Но до сегодняшнего дня, конечно, эта ситуация очень повлияла на всех, да, мы так дружили все прекрасно, да, но сейчас тоже все дружим, но санкции, которые ввела Россия до сих пор, они действуют, причем непонятно. То есть визовый режим. Да, визовый режим, никто не может, то есть как бы Грузия открыта для всех, для России тем более, Россия закрыта, да, то есть, да, то есть экономика и все остальное тоже все, к сожалению, вот так. Мне это тогда как раз показалось очень таким интересным с точки зрения движения, да, образа Грузии, когда Россия полностью закрывается, говорит, мы вас не пустим никого, а Грузия в ответ говорит, а вы приезжайте. А вы приезжайте, да. И мне кажется, это так мудро. Это выглядит очень мудро, потому что Грузия говорит, мы понимаем, с кем, кто на нас нападал, с кем мы воюем. И все равно мы открыты для людей, для мирных жителей, для людей, которые любят Грузию. Всегда Грузия была открыта, я надеюсь, так и останется. Вот да. Как раз к вот этой философии грузинской, что вы нас не пускаете, но мы все равно всем рады. Меня тогда это прям действительно удивило и прям заставило задуматься и еще больше зауважать Грузию. Спасибо, это приятно. Не потому что я из России, а просто вот со стороны выглядело очень показательно. И как раз теперь, сейчас, когда обсуждаются активно и визы для русских в Грузии, и запрет на туристические визы для русских в Европе. Я надеюсь, что все это как бы несерьезно и этого не будет. Но мы понимаем, что чем дольше будет длиться эта война, тем больше
шанса, этих что это разговоров случится. и этого всего? Нет, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что так же, как и русский язык, например, здесь все говорят на русском, и ничего в этом плохого я не вижу. Прекрасный язык. Кстати, мы сейчас в Берлине готовим постановку оперы Рахманинова «Олеко». Я буду петь Земфиру. И я надеюсь, что следующий год Рахманинова юбилейный. Я надеюсь, что это произойдет, несмотря ни на что, так как очень люблю русский язык, и он ни в чем не виноват. Вот. И Рахманинова уж тем более. Вот. Так что, да, это к слову. Русские люди всегда welcome в Грузии. Я надеюсь, так и будет. Те, которые, конечно, не поддерживают войну. Да. Не могу не спросить, Томас, ты откуда, из какого города? I'm coming from Potsdam. This is like some 20 kilometers from Berlin. Нет, я имею в виду, что это получается... Это what kind of Germany is it? Is it? This is the Eastern. Yeah, I was born in the GDR, so I experienced some Soviet Union taste. Yes. So that's why I know all the stories, you know, that it's like was fully controlled, FSB, KGB, everywhere, you know, like the German version of it, and neighbors were spying neighbors, and I don't really understand how people really wish to have something like that back, you know, it's like... Штази это Да. была одна из самых... Это Штази, да, Yes. это KGB. Это была одна из самых мощных, из всех этих спецслужб разных советских стран, да, Штази считается одним из самых таких жестких, самых... Да, это одинаковые системы там. Нет, просто вот интересно, я вчера смотрел на Ютубе интервью, там журналистка с «Эхо Москвы», они сейчас там делают, ее уже так просто колбасит от всего, что происходит, она так переживает, не знаю, понимаешь ли ты слово «колбасит»? It's like crazy for her. Вот, что она общалась там с одним из российских политиков, которые сейчас живут в Европе. И она говорит, почему, что вы там делаете все эти 6 месяцев? Почему вы не можете объяснить, как так получилось, что Европа абсолютно перестала понимать то, что происходит внутри? Ну, то есть, когда мы сюда приехали, первым делом нас начали спрашивать, почему мы не вышли на улицу и не прогоняем Путина. То есть, зачем вы приехали в Грузию, у вас же не война. То есть, это самый популярный, да? И сейчас вот эти вот разговоры, давайте всех вернем обратно. И неужели в Германии нет понимания, что не всегда можно просто взять, выйти на улицу и свергнуть правительство с учетом того, что пол Германии жило вот в этом вот советском секторе? So basically, the reason why the wall teared down was a huge demonstration. And in this time, the GDR state, they basically decided not to shoot the people. And it was a very peaceful revolution, you could say. And this was the first, but it was the first experience for GDR people that there's voice and the people can really peaceful change the government and change the system if they really go all in one day on the street. And this, of course, it was lucky. I think it was just one step away from that somebody is shooting, you know, but it ended up peacefully. So, and of course, you can say there are a lot of, in a democratic society, there are a lot of possibilities to make your voice heard, you know. And of course, these possibilities are limited in authoritarian states like Russia, Yes. you know. And it's even more limited now because you have a catalog of words what you are not allowed to say. This is like, for me, I don't know. I cannot even imagine. This is like George Orwell, you know. Yes. So what I want to say is basically
we still have people in Germany who do not understand how democracy how democracy works, and they maybe a few people are thinking that it needs a big, strong man, you know. But every day they are living in this country, and they are experiencing benefits like healthcare insurance, and you know, all these benefits what the society is giving them. And they can anyway say, I am against Olaf Scholz, I'm against Angela Merkel, I hate democracy. You can say this openly. Yes. It's not a problem. And they have their parties, and they have their groups, and so on and so on. And they can go to Reichstag, and they can stand in front, and they can say this. And this makes democracy so strong. It makes it, for maybe somebody outside looking to it, maybe it's like, looks chaotic, that you have so many different opinions in one, and everybody can say whatever they want. But in the end of, we have the tool, and it's like the votes. And then you see that it's 0.01% of people who are crazy enough to wish the Prussian king back, you know? It's like... Okay. Но если бы Америка в 1933-1939 году не пускала немцев, которые не хотели жить в гитлеровской Германии, к себе, или в какой-то момент выгнала бы их обратно в Германию, то не было бы многих и писателей, и художников, и ученых, потому что в Германии их ждала смерть. Да. Когда надо, когда хочется добавить какой-то экспрессии, все начинают сравнивать Путина с Гитлером. Но когда речь идет о том, что давайте всех вернем в Россию, давайте запретим въезд, все забывают об этом сравнении, и у всех возникает ощущение, я не знаю, у всех ли, но я так понимаю, что у многих в Европе возникает ощущение, что если всех вернуть в Россию, русских, то они тут же устроят революцию, но этого не происходило. Неужели так многие думают, что если вернуть всех в Россию, то сразу Путина не будет? Putin is just a symptom. He's a symptom for something, because there will be always some person like Putin around, but the society is supporting it. Да, но почему вся Европа предлагает России русским вернуться в Россию? Why Europe is always saying all Russians have to go back to Russia and you will have to do revolution there? Why they think that it will help? It will not help. I would say no. They don't have to go back. Я не хочу, чтобы возвращали. How to change the system in Russia, and I would say, it's up to the citizens of Russia to change their own government. But the problem is that the government disconnected there's people and there's voices from themselves. You have the government who are like basically ruling everything. Yes, deciding what's on. And people don't understand each other anymore as citizens. They are basically population. They are basically living randomly there, and they can leave or support. So this, of course, is like a huge problem, and you need a certain amount of people from the elite who are basically not supporting this anymore. And this I don't see, because I think everything comes with time, and time will tell, and we will see in the maybe next year, because everything what's happening now, Putin is the reason for, and the decision of the government is the reason for, and the how the government is constructed is the reason for why it's now like it is. And I would say people see it later, and they maybe decide next year or in the next, to live in a different reality and a different society. But it takes time. You need brave Russian people who are doing something like that, what you're doing. Basically,
open a small window and letting them, if the people who want, letting them look out of this window to the free world and see how they are thinking and what they are saying, you know? Да, но And не this- уверен, получится ли это. Потому что многие видели, многие путешествовали, это не на всех работает. Так что кто-то увидел этот свободный мир и... Ну, возможно. This word Russophobia is like popping up. And it's like in the media and stuff, but I think the concept of the word is like a different thing, because actually it's like coming from this from this discrimination area, but and people are just getting discriminated because of their skin color, or because of their don't know language or whatever, yeah. But it's like, but here it's like they take the concept and they put it upside down, because it's like, it's phobia is something, is a feeling, you know, I'm afraid of. Xenophobia is like, I'm afraid of the things what I don't know, yeah. Xenophobia. So, but Russophobia. but Russophobia, it's like that's a different thing what's happening right now in Ukraine, because there are Russians coming with the gun and they are like shooting Ukrainians and killing children, you know, and this is like they basically defend themselves, you know, and this what we have here is like they are angry. This is the right feeling, you know, and people are angry about the situation. They are angry about the war, and it's not, I'm afraid of, because of no reason, I'm afraid of somebody, you know, not at all. It's like this, that I'm angry that this happens. And this concept of this Russophobia, or taking this word, you know, is like, it's actually, from my understanding, it's wrong, you know, because there's a huge reason for, you know, and it's, you know, it's like the Second World War. Adolf Hitler is starting to kill the first Jewish people, you know, and then and when, you know, Germans are going to, don't know, meet Jewish people, you know, then of course they have all the right to be angry, you know, and this is not Germanophobia. They are like, you know, they have in their family people who got killed by Germans. Punkt. So that's it, and that's why this. I think this Russophobia word is like basically misleading and is putting this, we are victims. So actually, they are the people who are shooting. They are not the victims, you know. And xenophobia is always like, people are getting discriminated. They are the victim. You know, and here you have a very interesting, don't know, media approach to exactly put it around. We are not enemies, you know, we are victims. And this is something what I'm still very surprised that people really take it and use this. Ну, я надеюсь, что русские люди тоже перестанут это все поддерживать. И в какой-то момент вот эта негативная, заслуженная негативная окраска, эмоции, они спадет уйдут, на нет. И русская культура будет восприниматься Как и раньше. как и раньше, Да. как чего Да, для меня это русская очень важно. культура и заслуживает, на мой взгляд. Для меня это очень важно, правда. Наш музыкальный театр Лори в Берлине делает столько интересных постановок и на немецком, и на русском языке. Поэтому это очень важно для нас, и я надеюсь, что... Ой, Ну, Рахманинов. Рахманинов, у нас Рахманинов впереди. Игорь, мы тебя приглашаем на нашу премьеру в Спасибо. январе. Да, так что Если приезжай с каким-нибудь образом семьей. я смогу Приезжай с семьей. получить шенгенскую визу. Да, сделаем приглашение, и если возможно будет как-то сделать визу, то мы тебя с семьей очень ждем. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Спасибо вам. Нам очень понравилось, правда? Magloba. Мадлова, Диди Мадлова. Magloba. Все, спасибо. Ой.
Пока, счастливо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я всегда рад вам ответить.